самом центре России, на северо-западе Томской области, есть небольшой уголок природы, затерянный среди васюганских болот. Не на каждой карте найдется даже и упоминание о нем. В 600 километрах от города Томска, вдали от всех магистралей и инфраструктуры, есть небольшой участок с длинным, необычным названием – Южно-Мыльджинская группа месторождений. А вокруг него на многие километры раскинулись крупнейшие в мире васюганские болота. Их общая площадь составляет более 50 тысяч квадратных километров. В них находятся истоки десятков рек, а сами болота являются огромным стратегическим хранилищем пресной воды. Еще год назад сюда забредали лоси и медведи, а тишину этого уголка природы нарушали лишь изредка пролетавшие мимо вертолеты. Но однажды здесь все изменилось. Осенью 2001 года на промысел пришли люди. И, надо сказать, без дела они не сидели. Сразу началась вырубка леса и подготовка площадок под строительство. Обустройство решено было начать с Верхнесалатского месторождения. Для строительства центрального пункта сбора нефти, опорной базы промысла, нефтепровода и бурения скважин необходимо было завести десятки тысяч тонн грузов, материалов и оборудования. Непростая это была задача, ведь до ближайшей шоссейной дороги более 250 километров, а до ближайшей железнодорожной станции около 650. Решить эту задачу помогла сама природа. По Оби, а дальше по малым рекам Васюгану и Нюрольке общей протяженностью более 1200 километров потянулись караваны судов с грузами и техникой. Только за одну летнюю навигацию 2002 года на причал поселка Чарымово было завезено более 20 тысяч тонн грузов, оборудования и стройматериалов. Но была и еще одна проблема. От поселка Чарымово до Верхнесалатского месторождения было около 20 километров по лесам и болотам. И кроме того, летом в тех местах еще никто и никогда дороги не строил. На то, чтобы проехать расстояние в 3-5 километров на вездеходе, уходило иногда по несколько часов. Через непроходимые торфяники и топи могла пройти только вездеходная техника. Но и она порой не справлялась с такими тяжелыми условиями. И тогда уже на помощь технике приходил человек с его опытом и смекалкой. Не один час могли длиться поединки между людьми и болотом, но неизменно победителем в них всегда был человек.
строительству автодороги была привлечена Томская строительная компания ОАО «Томсктрансстрой» под руководством генерального директора Владимира Николаевича Макарова. Впереди основных сил шла большая группа лесников. Им была поставлена задача в кратчайшие сроки прорубить коридор по всей протяженности дороги и обеспечить проезд по всем заболоченным участкам. Более 3 километров болот пришлось им пересечь ливневками. На некоторых участках бревна укладывались в 2-3 наката. И уже вслед за ними шла основная группа людей и техники – грейдеры, бульдозеры, самосвалы. Вся техника работала в 2 смены. А природа приготовила еще одно испытание. Такого дождливого лета не помнили даже старожилы здешних мест. Из каждых 30 дней только 10 были сухими и солнечными. Поэтому приходилось использовать каждую возможность, когда подсыхали дороги и карьеры. Из-за погоды неоднократно переносились сроки, но проезд к месторождению все же было необходимо обеспечить до зимы, и человек метр за метром, медленно, но верно, отвоевывал землю у болот и лесов. И, наконец, 12 ноября 2002 года проезд был открыт. И сразу после первых морозов по дороге пошла техника. Первыми повезли свои грузы буровики компании ЗАО «Обнефтеремонт» под руководством Александра Ивановича Головашкина. Жилые вагончики, многотонные буровые станки, оборудование и материалы были перевезены на куст номер 2, где и началось бурение первой эксплуатационной скважины. – 8 февраля 2003 года первая эксплуатационная скважина Верхнесалатского месторождения была окончена бурением. Одновременно с этим на разведочной скважине номер 31 проводились испытания и был зажжен первый факел месторождения. Это была первая, пусть маленькая, но уже победа. 23 декабря 2003 года был подписан контракт генерального подряда на выполнение работ по обустройству Южно-Мыльджинской группы месторождений с компанией «Стройтрансгаз». И пока строители доставляли на месторождение всю необходимую технику и материалы, рабочие Томсктранстроя готовили для них площадки, фундаменты и свайные основания. Полным ходом шел монтаж жилого комплекса и столовой на 50 человек, изготовленных в Башкирии заводом «Блокжилкомплект». На место строительства было доставлено технологическое блочное оборудование, изготовленное в Уфе на заводе «Уралтехнострой».
А в 10 километрах от основной площадки на строительстве нефтепровода вовсю кипела работа. На Омском заводе трубной изоляции было закуплено 56 километров теплоизолированной трубы. 12 февраля 2003 года бригадами ОАО «Казым трубопроводстрой» был сварен 100-й стык участка нефтепровода. Генеральный директор Ханиф Харисович Хафизов руководил ходом работ с одной стороны, а навстречу ему со стороны Лугинецкого месторождения шли по нефтепроводу два управления треста «Омскнефтепроводстрой» под руководством Анатолия Кузьмича Степанова. Жесткие сроки подгоняли строителей. Несмотря на морозную погоду и пересеченную местность, закончить все работы на 70-километровом нефтепроводе было необходимо до конца марта. – 31 марта 2003 года нефтепровод был сдан. И все силы Омскнефтепроводстроя были сразу кинуты на обустройство пункта сдачи нефти на Лугинецком месторождении. Это был последний и самый важный объект во всей цепочке строительства. Июнь 2003 года. Этот срок был определен руководством компании задолго до начала работы. Трудно было поверить, что еще год назад до этой площадки было практически невозможно добраться по земле. А сейчас здесь уже пробурено 7 эксплуатационных скважин, смонтирована и испытана вся технологическая цепочка. Особое внимание на месторождении уделено бытовым условиям проживания сотрудников. В жилом комплексе могут разместиться одновременно до 50 человек. О таких условиях проживания нефтяникам 70-х, 80-х можно было только мечтать. Отдельные одно- и двухместные комнаты с кондиционерами и электрообогревом. Отдельные санузлы с душем и горячей водой. Прачечные с автоматическими стиральными машинами «Индези». Медпункт, укомплектованный всем необходимым на месторождении. И, конечно же, великолепная кухня-столовая с полным комплектом бытовой техники и кухонного оборудования. Кроме этого, рядом с жилым комплексом будет построена часовня. С благословения епископа Томского и Асиновского Ростислава отец Алексей осветил землю под строительство часовни. А центральный пункт сбора уже начал жить своей жизнью. Сепарационная площадка обеспечивает выделение из нефти, газа и воды. Газопоршневая электростанция австрийской фирмы Йенбахер общей мощностью 3 мегаватта, работающая на попутном нефтяном газе, полностью обеспечивает все месторождение электроэнергией и теплом. Распределительные устройства для нее поставлены компанией Siemens. Благодаря электростанции решен вопрос частичной утилизации попутного газа. Печи подогрева. Это необходимый элемент для перекачки парафинистой нефти на расстоянии 7 В комплексе решает вопрос перекачки нефти как внутри промысла, так и по нефтепроводу до пункта сдачи. Лаборатория. Она позволяет прямо на месторождении вести контроль за качеством добываемой нефти. К 10 июня 2003 года
на центральный пункт сбора со скважин и кустов была подана первая нефть. И как торжественный символ в тот же день был зажжен факел. Месторождение полностью готово к работе. Еще несколько недель понадобилось, чтобы закончить основные работы на пункте сдачи нефти Луденецкая. Несмотря на сжатые сроки, строители ОАО «Омскнефтепроводстрой» четко выполнили весь комплекс работ. Смонтирована вся система пожаротушения с водяными скважинами, насосами и резервуаром. Насосные внутренней и внешней перекачки способны прокачать нефть как в систему трубопроводов Транснефти, так и в случае непредвиденных ситуаций вернуть ее обратно на Верхнесалатское месторождение. А это сердце всего пункта сдачи – коммерческий узел учета. Изготовленный в городе Казани компанией Инкомсистем с использованием европейских и американских измерительных приборов, он будет в автоматическом режиме вести учет сдачи нефти. Печи подогрева нефти. С их помощью при остановке сдачи можно будет обеспечить подогрев нефти и ее прокачку до Верхнесалатского месторождения, чтобы избежать возникновения аварийных ситуаций. А это конечный пункт транспортировки нефти. Узел врезки в трубу ОАО «Центр Сибнефтепровод» системы нефтепроводов «Транснефть». Именно через этот узел 28 июня 2003 года была сдана первая партия нефти Южно-Мыльджинской группы месторождений, о чем и был составлен акт приема сдачи нефти номер 1. Этот день можно считать днем появления на карте Российской Федерации нового действующего месторождения.